Всем привет! У нас сегодня прямо целый курятник собрался. Мы сегодня с вами будем вязать вот таких вот милых, забавных курочек. Две у нас курочки идут чехлами, одна идет игрушечкой. Вяжутся элементарно. Приступаем! Первый ряд. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Второй ряд. Стягиваем колечко. Второй ряд. Делаем 6 прибавок. В конце ряда у нас 12 столбиков без накида. Третий ряд. Вяжем столбик без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас 18 столбиков. Довязываем этот столбик и следующие 11 рядов с 4 по 14 вяжем по 18 столбиков без накида. Это у нас будет шея. Если вы хотите сделать светлый воротничок вот здесь, это я буду делать на одной только курочке, значит, вы провязываете где-то до 14 ряда, а потом 15 ряд или 14, в зависимости от того, какую длину шеи вы хотите сделать, вы вяжете ряд за задние полупетли. Передние остаются, вот видите, впереди. За них мы будем потом цепляться и вывязывать воротничок. 15 ряд. Вяжем 2 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас будет 24 столбика. Довязываем этот ряд и следующие 3 ряда с 16 по 18 мы вяжем по 24 столбика без накида. 19 ряд. Вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас будет 30 столбиков. Довязываем этот ряд и следующие 3 ряда с 20 по 22 мы вяжем по 30 столбиков без накида. Двадцать третий ряд. Вяжем 4 столбика без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас будет 36 столбиков. Теперь довязываем этот ряд и следующие 24 и 25 ряды мы вяжем по 36 столбиков без накида. 26 ряд. Вяжем 5 столбиков без накида, 1 прибавка. В конце ряда у нас будет 42 столбика. Это наши последние прибавочки, вернее крайние. И дальше целых 12 рядов с 27 по 38 мы будем вязать
по 42 столбика без накида. Довязали 38 ряд. И теперь мы 39 будем провязывать соединительными столбиками за переднюю вот эту полупетельку. У нас такой как закрепляющий ряд. То есть полностью весь вот этот низ мы, видите, провязываем. У нас получается такая вот косичка. Соединительными столбиками. Довязываем. Довязываем 39 ряд соединительные вот эти столбики. В конце обрезаем ниточку. Убираем маркер, он нам уже не нужен. И здесь так соединяем, чтобы красиво у нас получилось. Чтобы была непрерывная косичка. Сейчас мне неудобно. Это, в принципе, очень удобно сделать иголочкой. А я тут начала крючочками. Ну ладно. Вот у нас непрерывная косичка получилась. Все, теперь я вот эту ниточку запутаю и спрячу. Вот такая заготовка курочки получилась. Одна. И у меня еще есть вот такая розовенькая. Будут две курочки, может еще одну сделаю. Они такие забавные. И вот смотрите, у меня вот эта курочка чуть повыше. Вот я на 2 столбика сделала длиннее шею. Поэтому можно регулировать, делать курочки выше, ниже, как вам уже понравится. И когда они разные, они, конечно, будут интереснее, наверное, смотреться. Так, и дальше. Это у меня сиреневая, прям самая такая пробная. И там мы заканчивали с вами в 38 ряду соединительными столбиками. Но вот эту курочку я решила сделать как игрушку. То есть сейчас мы вместе с вами будем закрывать вот этот низ. 39 ряд. Вяжем за задние стеночки петелек и вяжем с вами 5 столбиков без накида, 1 убавка. Здесь, видите, такая окантовочка остается. И так до конца ряда. Следующие 2 ряда показывать, в принципе, особо нечего. Мы будем с вами вязать за обе стеночки 4 столбика без накида. Это у нас 40-й. 4 столбика без накида, 1 убавка. В конце ряда у нас будет 30 столбиков. И 41 ряд мы будем вязать 3 столбика без накида, 1 убавка. И в конце у нас будет 24 столбика. Провязывайте сами эти 2 ряда. Провязали 41 ряд. Теперь у нас в это отверстие мы добавляем холофабер. 42 ряд. Вяжем столбик без накида, 1 убавка. В конце ряда у нас будет 16 столбиков. Довязываем этот ряд. И следующий, 43 ряд, мы будем вязать 8 убавочек. Дальше сами. Теперь нам только осталось стянуть колечко. И наша донышко будет готово. И
И все, и прячем ниточку. Наша заготовка для игрушки курочки готова. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Мы с вами начали вязать глазки. Стягиваем колечко. Дальше я обрезаю ниточку. Это я вытягиваю. И теперь нам нужно сделать такое соединение красивое, чтобы не было, чтобы у нас косичка была везде, по всему кругу. Это можно сделать и иголочкой, или крючочком. Пытаюсь сделать крючочком, иголкой, конечно, попроще. Так. Здесь зацепила. И теперь протянуть вот здесь. И стянуть. Видите, у нас теперь косичка идет полностью везде. По всему глазику. Вот такой вот он маленький, миленький. И у нас весь краешек красиво сделан. Здесь завязываем узелочек. Я пришивать не буду глаза, я их буду приклеивать на горячий пистолет. Вы смотрите сами, как вам удобнее. Если у вас нет горячего пистолета, бывает же такое, правильно? Или клея, то вы можете оставить ниточку и пришить. Вот такой глазик. Теперь к этому глазику я буду приклеивать пластмассовый глазик. У меня вот по полубусинка. Вот такая. 5 миллиметров. И вот такой глаз у нас получается. Если у вас нет этих специальных полубусинок, можно обычную бусинку, можно бисер, можно даже просто сделать французский узелок. Тоже будет смотреться очень красиво. Вяжем второй глазик и делаем зрачки. Вот они, наши глазоньки. Скоро будут красоваться на месте. Продолжаем дальше. Гребешок. Набираем 9 воздушных петель. В четвертую от крючка вяжем столбик с накидом. Четвертую. Раз, два, три. Четвертую. Столбик с накидом. Дальше делаем 3 воздушные петли. Раз, два, три. И в соседнюю провязываем соединительный столбик. Дальше вяжем 3 воздушные петли, столбик с накидом, в соседнюю, 3 воздушные петли и соединительный столбик. Три воздушные петли, столбик с накидом, 3 воздушные петли и соединительный столбик. Так, теперь я закрепляю
и обрезаю. Гребешок, если вы будете пришивать, оставляйте ниточку. Если вы будете приклеивать, я на горячий пистолет, то значит так и оставляйте. Вернее, так и обрезайте. Так. И вот он, наш гребешок. Вот такой. Теперь будем делать махонький клювик. В кольцо амигуруми набираем 5 столбиков без накида. Стягиваем колечко. И дальше провязываем также 5 столбиков без накида. Тут немного, конечно, сложно, потому что клювик маленький. Его потом и вывернуть сложно. И вот он, второй ряд. Вяжем. Раз. Два. Три. Четыре. И 5. Вот такой у нас клювик. Сейчас я стяну еще сильнее серединку. Все, делаем соединительный столбик. Так, соединительный столбик. И все, обрезаю ниточку. Опять же, клювик я тоже приклеиваю. Вы смотрите сами. Так, все, среднюю из кольца я тоже ниточку затянула. Теперь все эти ниточки в серединку. Прячем в серединку. И вот он, наш малепусенький клювик. Вот такой. Ну, у нас голова уже оформлена. Приступаем к чему? Крылышкам. Начинаем вязать крыло. В кольцо амигуруми набираем 2 воздушные петли. И дальше 12 столбиков с накидами. Двенадцать. Стягиваем колечко. И теперь соединительный столбик будем провязывать уже белой ниточкой. Эту я основную обрезаю. Здесь у нас узелочек. Его видно не будет. Мы будем крылышки пришивать, приклеивать кто как. Узелочек. Колечко сразу затягиваем хорошо. Вот такой кружочек. И дальше мы с вами вяжем 4 прибавки столбиками с накидом. То есть делаем столбик с накидом не сюда, а вот сразу в соседнюю. Вот. Вот в эту. Делаем
прибавка, первая столбиками с накидом, вторая, третья и четвертая. И дальше мы делаем, вот у нас 4 прибавочки, раз, два, три, 4. И дальше мы делаем 9 прибавок столбиками без накида. То есть сразу столбик без накида и прибавочками. Это первая. И так дальше. И девятая. Дальше делаем соединительный столбик. Вот с предыдущим. Вот сюда. Дальше делаем соединительный столбик. Вот так. И теперь вяжем 3 воздушные петли. И в соседнюю соединительный столбик. 4 воздушные петли. В соседнюю соединительный столбик. Видите, у нас перышки получаются. 5 воздушных петель. В соседнюю соединительный столбик. Еще 5 воздушных петель. Соединительный. 4 воздушные петли. Соединительный. И 3 воздушные петли. И соединительный столбик. Все, обрезаем ниточку. Кто пришивает, тот оставляет ниточку для пришивания. Кто приклеивает, тот приклеивает. Все, ниточку запутываем. И вот такое крылышко у нас с вами получается. Второе крылышко вяжем самостоятельно. Вот и наши крылышки готовы. Такие славные, да? Такая будет милота милотная. Это, наверное, мое любимое слово, да? Все, крылышки готовы. Осталось что? Хвостик. Хвост я начинаю вязать с белой ниточки. В кольцо амигуруми набираю 12 столбиков с накидами. 2 воздушные петли и 12 столбиков. Стягиваем кольцо и делаем соединительный столбик. Дальше 2 петли подъема и в соседнюю начинаем провязывать прибавочки по 2 столбика с накидом.
И делаем вот 12 прибавочек столбиками с накидом. Теперь будем делать соединительный столбик, но уже пряжи основного цвета. Беленькую ниточку будем обрезать, а здесь вот так присоединились. Сделали соединительный столбик. И теперь провязываем вместе столбик без накида. Так. Дальше пропускаем одну петелечку, пропускаем, и во вторую будем вязать 5 столбиков с накидом. Захватываем за 2 половинки и провязываем 5 столбиков с накидом. Пропускаем одну и во вторую вяжем соединительный столбик. Дальше опять пропускаем одну и вяжем 5 столбиков с накидом. Так, эти ненужные ниточки можем обрезать, а которые остались, спрятать вовнутрь. Так. Дальше пропускаем одну, делаем соединительный столбик. И опять пропускаем одну, вяжем, ой, не пропустила, пропускаем одну, вяжем 5 столбиков с накидом. И вот здесь за последнюю делаем соединительный столбик. Все, обрезаем ниточку. И как обычно, если будете пришивать, оставляйте длиннее. Если не будете, оставляйте короче. И вот смотрите, у нас вот это получается верх, а здесь такой более широкий. Это будет низ. Все, ниточку прячем. Наш хвостик готов. И вот мы подобрались к самому интересному, к оформлению нашей малышки. Глазик я клею на пистолет. Смотрите уже, где вам нравятся глазки. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5, где-то 6 и туда ниже. 7, 8 я приклею один глазик. Сейчас намажу второй, приклею. Так, второй глазик. Плюху тут посередке буду намазывать. И приклеиваем его между глазиков. Вот тут. Теперь гребешок. Гребешок я обрезаю ниточку. Я тоже буду приклеивать. И смотрите, вот здесь вот прямо по краешку я чуть-чуть клея наношу. И приклеиваю сверху. Ой,
Главное, ровненько надо, чтобы не закосить. Вот такая курочка. Глазки, наверное, можно было немножко повыше. Такая умная, лобастая курочка получилась. Так, теперь складываем курочку, смотрите, вот так вот по клювику. Складываем пополам. И вот здесь у нас будет хвостик. Хвостик я тоже приклеиваю. Так, вот так. И остались у нас крылышки. Крылышки я буду намазывать вот здесь вот по краешку, а вот это я не буду. Перышки я не буду захватывать. Крылышки можно иголочкой прицепить приблизительно, чтобы они одинаково были. Сейчас попробуем. Вот одно крыло. Вот так. И второе прикладываем, чтобы одинаково было. Вот сюда. Перед вышивкой и пришиванием, перед вышивкой, я делаю голову вот эту и шею. Немножечко поплотнее я сюда вовнутрь добавляю холофайбер. Вот где-то до вот этой части. И потом уже вышиваю. Тогда и голова стоит более такая, видите, более плотная. То есть курочка наша будет стоять. И прихватываем вот этими ниточками. Она никуда не денется, этот холофайбер изнутри уже никуда не денется. То есть я его больше ничем не закрепляю, только вот этим переплетением вот этих ниточек, которыми мы оформляемся. Ну, как-то все это забыла сказать в процессе, поэтому говорю сейчас. И вот последние штрихи. Курочку я еще украшаю вот такими французскими узелками. То есть вы, конечно, можете украсить и бисером, и какими-то бусинками, и еще, я даже не знаю, чем еще можно украсить. Скажите. Я делаю 3 оборота. И пропускаю. И вот такая вот курочка будет в точечку. А там уже смотрите. Можно вышить галочками. Будет такая пестрая курочка. Ну все. И дальше вышивайте сами. Если вы захотите, смотрите, какая красота у нас получается. Кстати, у меня еще есть розовенькая, тоже еще не украшенная. Они такие забавные. Приступаем к оформлению окантовочки. Соединяем, хватаем вот за переднюю стеночку и присоединяем белую ниточку. Так, теперь вяжем 3 столбика с накидом в соседнюю. Вот у нас первая и вот вторая. 3 столбика с накидом в соседнюю. Теперь соединительный столбик в соседнюю. Вот она. Угу. Опять 3 столбика с накидом в соседнюю. И соединительный столбик рядышком.
Вот смотрите, вот такая вот у нас оборочка получается. И так продолжаем до конца ряда. Вот такая окантовочка у нас готова. Теперь буду оформлять, как и предыдущую курочку, крылышки, глазки и все такое. Вот такие курочки у нас получились. Смотрите, они такие разноцветные, забавные. Вот это у нас игрушка, а это у нас чехольчики. Значит, если вы будете делать игрушку для ребенка, то, естественно, вот эти вот все части, их нужно пришивать, потому что на клею для ребенка я бы не советовала. А какую из курочек вязать вам? Какая из курочек приглянулась больше? И вязали ли вы просто игрушку? Я почему-то решила ее ничем не украшать. Вышить можно все что угодно. Ну, вот решила оставить ее такую.